Всем привет! В данном видеоуроке мы рассмотрим такую вещь, как пагинация. Вот на экране у меня, как обычно, я подготовил шаблон для урока. Что в нем получается есть? Вот здесь вот есть статьи, и внизу здесь вот есть кнопочки, которые нам надо будет сделать под пагинацию. Тут у нас вот 6 статей, и мы попробуем разделить, к примеру, на 5. То есть шестая, она должна быть уже у нас на второй странице. Вот эта кнопочка, она должна быть активная. То есть на нее кликнуть, и мы переходим на вторую страницу. Также я этот шаблон размещу под описанием видео, и также там будет дамп базы данных. Будет, получается, дамп базы данных, в которой вы зальете PHP-MyAdmin, и у вас будут вот такие вот статьи, чтобы не делать лишние там, добавлять там, а сразу влили дамп-базу, и у вас будут данные статьи. Я могу показать, как это сделать. Вот, к примеру, вот эту вот базу. Я ее сейчас, пожалуй, очищу, удалю. Это я показываю для тех, кто не знает, как это сделать. Далее нажимаем импорт. Далее выбираем файл. Так, и нажимаем вперед. Вот, база у меня, получается, залилась. Это обновляю. Все работает. То есть у вас вот так будет список статей. Итак, как же делать пагинацию? Переходим в article, не в article, в home controller. Простите, сайт. И вот здесь вот блок. Это текущий, это функция этого роута. И далее просто вот пишем paginate. И ставим 5. Далее переходим в Resources, Views, Workblade. Так, и здесь вот это можно пока закомментировать. Это у нас кнопочки. Открываем такие вот скобки и пишем блок. Не блок, article. Далее пишем links. То есть мы этой функцией, получается, вызываем пагинацию, и она еще создаст нам
кнопочки, но чисто ларавелевские. Вот. Но вот получается оно работает, но нам же получается вот здесь вот были вот эти вот кастомизированные кнопки, которые, допустим, там вам подготовил дизайнер, и вот такие вот кнопочки, они могут просто никак не подойти там. И как же сделать, чтобы вот эти вот кнопочки сделать как вот эти? И плюс вот тут вот название страницы выведем, на какой мы находимся. Итак, получается вот этот вот, вот эти кнопки, надо их скрыть. Для этого делаем вот так вот, div. Так. И можно здесь вот поставить какой-то класс и в стилях прописать display none. Но я, пожалуй, инлайновый стиль тут пропишу. Ну, сделаю display none. И оно, получается, нам скроет эти кнопочки. Далее мы пишем, это у нас текущая страница. Как узнать текущую страницу? Для этого мы можем прописать, открыв такие скобки, articles, и функцию вызываем current page. Это у нас покажет нам текущую страницу. Далее мы, получается, записываем вот здесь вот номер последней страницы. Для этого пишем article last page. Так, далее нам, получается, надо через цикл for each вывести все кнопочки, которые должны быть в данной пагинации. Для этого воспользуемся циклом for. Сюда пишем и равно 1. Далее I больше равно articles last page. Далее и I++. Так, пока видим так. Да. Подставляем I. Закрываем for. Пока закомментим. Обновляем. Вот, просто уже как бы еще нет ссылок. Далее надо устанавливать текущую страницу. Это такую вот
span и класс у него current. И он текущая страница по правилам SEO оптимизации, она должна быть без ссылкой. И как это сделать? Для этого пишем условие if. Articles current page равно и I. И что получается? Вот мы вызываем метод текущую страницу, проверяем, находится ли страница на текущей странице. Если она на текущей, то мы ставим кнопку в спане без ссылки. Если нет, то вводим такую and if. И еще нужно сюда поставить индекс. Проверяем. Если поставить page равно 2. Далее нам еще надо, получается, добавить кнопочку предыдущая страница. Для этого надо прописать данный код. Обновляем. Вот добавилась кнопка предыдущей. Далее мы пишем проверку на предыдущие, на наличие предыдущей страницы. И также сделаем проверку на наличие еще одной следующей страницы. Для этого воспользуемся методом next page URL. Проверяем. Вот. Если мы на первую, вот у нас есть следующая, и получается нету предыдущей. А если мы на второй, то наоборот. И также вот заметьте, вот page, вот текущую страницу отображает. И вот это вот последняя, возможно, страница, которая вызывается методом lastPage. Далее, как же прописать вот эти вот page страницы? Для этого воспользуемся вызовом route. Route у нас блок. Вот называется блок.
не знаю, может они пооткрывают уже телефон. Я не представляю, как это. И сюда вот подставляем page. Равно сюда. Сюда. Индекс. Сюда вот еще можно подставить это. И сюда это. Вставляем. Вот оно успешно переключается. Кнопочки. Ну, вот и кнопочки. Тоже. Еще как бы есть остальные функции. Это можно посмотреть на сайте Laravel в разделе Pagination. Я могу скинуть под описанием видео, кому будет интересно, может перейти на данную ссылку и посмотреть остальные функции. Ну, я показал такие самые основные, для того, чтобы у меня заработали кнопочки. То есть, получается, мне так больше уже ничего не надо. В общем-то и все. Кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. До скорой встречи. Пока.